Стартует новый долгожданный осенний проект «Лоскутная осень». 9 участников. Сделано с любовью. Ассорти с Валентиной. Ольга Козулина. Жизнь прекрасна. Творческий сундучок Татьяна. Уральская кудесница Ната. Зульфия Тинана. Алла Кобец. Вдохновение с Мариной. У меня есть вот такие старые джинсы. Я их частично уже порезала в других работах. И сегодня я решила их и использовать. Я вырезаю отрезок ткани. И есть у меня еще одни джинсы. Тоже уже старые. Прощай молодость. И посмотрите, как они. Контраст какой хороший. И сейчас я вырезаю также небольшие полоски. Вот так я скомбинировала. Теперь я все вместе сшиваю. Основу сделали. Теперь дело дошло до творчества. Я с интернета скачала, точнее скопировала вот такие листики. Я беру 2 слоя ткани, разные, контрастные, прикладываю трафарет, закалываю булавками и вырезаю. Можно, конечно, это сделать через копирку. Почему я делаю не по отдельности? Мне надо, чтобы они были у меня одинаковые. Это у меня ткань габардин. Конечно, для этой техники она не подходит. Желательно брать хлопковые ткани или джинсовую ткань, какие меньше сыпятся. У меня есть немножко желтого хлопка. Это паркетная ткань, образцы, видите, я их сейчас тоже использую. Листья сделала, но в процессе работы я еще буду дополнять. Посмотрим, что, чего и как. Тема-то лоскутная осень, поэтому проект красивый у нас с таким названием «Лоскутная осень». И обязательно надо, чтобы присутствовали красивые цветы, листы. И смотрите, я недавно купила вот такой клей, ни разу не пробовала. Он образует прочные и гибкие соединения и водостойкие. Я сейчас попробую им приклеить эти листики. Могу сказать, отлично им клеить, только очень сильно он, знаете, поливает. Очень большая струя. Ткань пропитывается клеем, и второй слой не обязательно даже поливать. Мне понравилось, могу сказать. Это лучше, чем фиксировать булавками. Приноровилась я клею, и на последнем листике и струя у меня нормальная, и все в порядке. Девчонки, советую, кто много делает аппликаций разных или что-то склеивает, купите. Он дорогой, 350 рублей, но вам пригодится. Я думаю, надолго хватит. Это не реклама, это просто рекомендация. Сделала я такую загадочную тыкву, сказочную, на себя не похожую. Но теперь я все прошиваю, чтобы совсем мне было проще. Прошила я листья, доделывать я их буду, когда сяду на свободную ходовую стежку, чтобы мне не переключать машинку. Смотрите, вот кленовые листья. Купила я их в фикс-прайсе, 50 рублей, наверное. Вот такой вот набор. Даже есть тыковки, кому надо, вот для декоративной работы. Они сделаны из ткани, прошиваются отлично. Нашла вот такую обрезку, девчонки, отрезала плащ, и я вырежу сейчас 2 кошек. Влюбленная пара. Вот мои киски, хвосты можно сделать зигзагом на машинке, а можно отдельно. И теперь я сейчас... Ну вот, мне нравится. А вам? Могу сказать сразу, идея не моя. Я решил немножко еще добавить листьев. У меня их 11 штук. Не люблю четное количество. И теперь надо проутюжить, чтобы, вот видите, после шитья она немножечко корёзлая. Я все простегала. Мне очень нравится. Такую заготовку можно использовать и на подушки, и на сидушки, панно, картины. Здесь, видите, пусто. Когда я все сделала, все-таки я решила добавить звезды. Ну, как-то так. Вот 3 штучки голубеньких сейчас пришью. Моя работа-то почти что готова. Но вы спросите, зачем же я сделала двойную ткань в листьях? Это будет у меня смешанная техника, как прорезная аппликация и что-то в виде синели.
Я на листиках сделала много прожилок машинной строчкой на свободном ходу. И теперь я могу, так как у меня 3 ткани, основная и 2 ткани в листике, я могу прорезать любую ткань. Допустим, вот верхнюю я распарывателем чуть-чуть подцеплю, и аккуратно я ее распарю. Но тут надо будет еще ножницами поработать немножечко. Вот. И вот это вот мы немножечко срежем. У нас будет вот такая вот лохматушка. Сейчас я сделаю. Я прорезала лист. И маленькими ножницами я просто убираю излишки. Но так в край, прям к шву, я близко не подхожу. Вот так вот излишки мы с вами убираем. Можно прорезать и вторую ткань. У вас будет выглядывать темный цвет. Я слегка сделала листья разноцветные. Посмотрите, как оригинально это все получается. Посмотрите, что у меня получилось. Я сшила сумку. Сумка получилась у меня большая, 46 на 46. Настоящая такая сумка в дорогу, туристическая. Но здесь у меня ручки. Осталось только через плечо сделать ручку. И у меня я сделала здесь кармашки, внутри кармашки. Сумка вся чистенькая, хорошо сшита. Нигде не торчит ниток. Все сделала хорошо. И посмотрите, оригинальный рисунок. Да, кто-то скажет, что такой рисунок годится только на детские одеяла, на какую-нибудь картину, но никак не на сумку для тети. Мне нравится, а это самое главное. Конечно, такая сумка рассчитана под вещи, но никак не под картошку. От этой работы я получила огромнейшее удовольствие. Шила я ее ровно день. Да, действительно ровно день, но полностью, бросив все дела и заботы. И хочу сказать огромнейшее спасибо всем девчонкам, кто участвует в этом проекте, и что они меня пригласили в такой замечательный проект «Лоскутная осень». Но вы обязательно зайдите к ним на канал, посмотрите. У каждого мастера свои задумки, свои идеи, своя ткань и техника. И мы не договаривались, что мы шьем. Это будет очень интересно. 9 мастериц-участников. На некоторых вы обязательно подписаны. Или, если не подписаны, подписывайтесь. Видео по самому пошиву сумки будет следующее после проекта. Видео будет буквально 10 минут, оно не длинное. Кому интересно, как шить сумку, вот именно все тонкости, все подробности, со вставками, с молниями, заходите обязательно, смотрите. Саму ссылку на видео по пошиву сумки я оставлю в описании, но это уже после проекта. Но на этом все. Обязательно пишите комментарии, если вам понравилось. Конечно, ставьте лайки, присылайте смайлики, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами Валентина Никита. Увидимся!